Есть ли вопросы? Махарадж, есть личный вопрос. От вас? А нет, от другого человека. Хорошо. Искренность — основа духовного развития. В нашей жизни в последние годы был ли такой принципиальный момент, когда мы должны были отвергнуть все и принять новые идеи в свою жизнь, новые знания? За 2 года? Нет, но за много лет, за последние несколько лет был ли такой момент у нас? Ну, Шрила Гуру Махарадж говорил, I'll preface my remarks by saying sometimes aspiring servitors, те, кто приходят в духовную жизнь, считают, что они предались много лет тому назад, довольно давно. Для этого используют термин, мы говорим, пришел в сознание Кришны, я пришел в сознание Кришны. Но в действительности это больше вопрос вдохновения и внутренней работы над собой. И тогда, возможно, это будет, мы можем сказать так. Множество раз Шрила Гуру Махарадж подчеркивал, что сознание Кришны не статично. Любой аспект сознания Кришны, он не статичен. Этот стих Шакштаки гласит, что сознание Кришны подобно океану блаженства. И на каком-то уровне достаточно знать, что это океан блаженства, океан радости. Но Гуру Махарадж сказал, это не статический океан. Это, наоборот, динамический, постоянно движущийся, изменяющийся океан. Кришна Акхила Расамрита Мурти. Он не мертвый, он не замерший. Кришна. Он динамичный, подвижный, живой. Это слово «пурнам» повторяется вновь и вновь. И в своем комментарии Шрила Прабхупад переводит слово «пурнам» как «полный». Но нужно понять саму идею, поскольку множество смыслов существует. Это сбивает с толку. И Гуру Махарадж приводил такой жизненный пример, что-то вроде аналогии. Как мы можем это понять? 0 плюс 0 дает 0. 1000 нулей вместе все равно равно нулю. И даже миллиард нулей, триллион нулей. 0 в нулевой степени, 0 деленный на 0. Все это равно нулю. И каким образом, если отнимаем 0 от нуля, все равно остается 0. И Кришна подобен этому. Кришна подобен этому, бесчисленные воплощения. И Бхагаватам сравнивает, что их с волнами в океане, бесчисленные как волны в океане. И в песне, но есть 10 главных аватар, 10 дашаватар. И все эти аватары, Своям Бхагаван Кришна приходит, все аватары приходят с ним. Гауранга аватар, Махапрабху приходит, все аватары также приходят с ним. Итак, 0 умножить на 0, делить на 0, сложить с нулем, вычесть 0 из нуля. Все это будет 0. Кришна Акхила Расамрита Мурти, он расабдхи, всегда океан расы, океан блаженства, динамичный, живой, подвижный. И те, кто пришел в духовную жизнь,
coming in connection with Krishna. Обрел связь с сознанием Кришны. Дойня атмани ведана, гоптри две варана и так далее. And one place Bhaktivinoda saying, in the beginning will be в одном месте Бхактивинод говорит, Дойня — это самое начало. Искренность и понимание, я ничто, я беспомощен. Это должно привести к атманиведанам, к полной преданности. Но в других местах говорится, что атманиведанам — это самое начало. А еще где-то говорится, что в конце концов атманиведана — это высшая цель. Так или иначе необходимо. Я беспомощен, состояние доньи, состояние смирения. И это состояние должно вести к тому, что я предлагаю себя, я принимаю прибежище, я отдаю себя. Но в других источниках, например, у Чакраварти Тхакура говорится, что донья — это состояние Кришна-премы. Например, сейчас месяц Дамодара, в который гопи поклоняются Катьяяне, чтобы Кришна стал супругом. Есть такой раздел Бхагаватам. Но здесь говорится, что in the Govardhan Lila, в Говардхан Лиле they've become, they're in a desperate situation. Here he's interpreting on a deeper level and connecting it to Krishna prema. Они воспринимают мир в очень высоком измерении, в измерении Кришна премы. В Бхактирасамрита Синдху Шрила Госвами описывает во всех подробностях разные аспекты Кришна премы и очень высокие уровни сознания Кришны. Нужно понять основные принципы. В Бхагавад-гите, в этом стихе, который очень любил Шрила Гуру Махарадж, it comes in a very interesting place. It's at the end of the so-called yoga chapter, near the end of the yoga chapter in the 6th chapter of the Bhagavad Gita. Где-то в конце 6 главы Бхагавад-гиты, в которой описывается мистическая йога. После всех этих сложных техник, которые описаны, Кришна говорит, Арджуна, go through certain machinations about what you're going to do or what you're anticipating doing. Как вы думаете, о чем я думаю? Вот сейчас, в данный момент. He's thinking, и он также думает. Again, I'm paraphrasing. He'll think, if I become a devotee, if I take the Krishna consciousness, if I если я приму сознание Кришны, я стану преданным. И столько разных идей приходит ко мне. А что, если я не стану чистым преданным? Здесь такие сильные слова. Может быть, это невозможно для меня достичь. Это может такое редкое достижение. Здесь говорится об этом в Бхагавад-гите. Например, если я хочу стать совершенным, тогда я трачу все свое время, совершенствую свои мирские навыки, и стараюсь использовать их, чтобы сделать что-то в этом мире. Но теперь я потратил столько времени на сознание Кришны, и я все еще не достиг совершенства. И мне кажется, что я уже не при делах. Это такие вот сомнения пришли в ум Арджуны. И очень интересно, как Кришна ответит на них. And the answer и он отвечает, is, and I can say this, I read that for maybe before coming in connection with Guru Maharaj, for like могу сказать, что перед тем, как я пришел к Гуру Махараджу, then when Guru Maharaj explained this, it's like я изучал философию, я понимал это, understanding opened.
Я понимал это по-своему, но Гуру Махарадж дал мне совершенно другой взгляд, взгляд из другого мира. Angle of vision of Krishna consciousness is incomparable. Подходим к Вайшнаву и понимаем, что их понимание сознания Кришны и взгляд сознания Кришны нечто совершенно особенное. Иногда преданные спрашивают, на чем мне сделать акцент, на чем мне сосредоточиться, на том, что Шрила Гуру Махарадж, на том, что Шрила Гурудев дали вам. Они знают шастры в совершенстве. Они знают, что важно, а что нет. Мы, начинающие, мы должны сконцентрироваться на том, что они дали нам, на том, что они объясняют нам. И это даст нам, это будет полезно для нас. Они извлекли из Вед, из Пуран, и даже из Писаний Бхактивинода Сарасвати Такура, они извлекли самую суть. На чем сосредоточиться? Каковы ваши возможности? Что мы должны изучать, соответственно, нашим способностям на нашем уровне? Обо всем этом они знают, они рассказали нам. Кальян. Кальян означает благоприятный. Кришна. This place is exotic. There's no two ways about it. Это особый способ. This says earlier, he said, но, правда, еще до этого он говорит, «Неха Бхикраманашасти». Это стих с подобным смыслом, да, во второй главе Бхагавад-гиты. Сознание Кришны — это настолько благоприятно, что даже небольшое прикосновение к нему дает вечное благо. И даже если вы сошли с этого пути, вы вернетесь на него опять. Заслужите сукрити, нитья сукрити, вечное благо. Но здесь Кришна говорит Арджуне. Гуру Махарадж, перефразируя эту шлоку, говорит, искренность непобедима. Если вы просто искренни, в конце концов, вы победите. Это означает начало, середина и конец. Не то, что несколько лет назад я был искренним, и теперь я отдал себя стопам Шри Гуру, и я пришел в связь с сознанием Кришны. Но как насчет теперь? Как насчет сегодняшнего дня? Должны быть преданным сегодня. Я сделаю это сегодня и завтра, и послезавтра, и послезавтра. Утром просыпаясь, начиная свой день, я должен делать это все время, снова и снова. Это одно. By pursuing this one thing, that means Krishna consciousness. Сознание Кришны, обретя это одно. By pursuing that one thing, обретя это everything else is done. Все остальное придет само собой. Все остальное тоже будет хорошо. В это нужно верить. В это нужно верить. 5%, 25%, 50%, it's okay. Неважно, 5%, 25%, 50%. Это хорошо. Can have doubts. You're just a theist with doubts, right? Атеисты, верующие, пребывают в сомнениях. Атеисты, они обычно не сомневаются. Атеисты могут сомневаться. Сомнение — это спутник верующей души. Атеисты обычно не сомневаются. Преданные presenting themselves to the lotus feet of Sri Guru, asking for some connection. It's being extended to them. But it's like Srila Guru said to Srila Gurudev. Соприкосновение с сознанием Кришны. Что это означает? означает? Always have him sing the song Ayamana Durmati on festival days and other times. This mind has got me in this mess I'm in at present. And Guru Maharaj said to him, are you about what is this guru-disciple relationship? Say, oh, well, here in this book, that's another thing. Guru Maharaj spelled it out very simply.
Are you Каковы prepared отношения to гуру и listen to me and ученика? not your mind? И Шрила Гуру Махарадж объяснил what it это is. очень просто. Putting yourself under the Очень guidance of просто. a Готов superior ли ты выполнять мои Vaishnava. указания, а And не указания своего ума? Gurudev Готов ли ты said выполнять sometimes указания very sweetly высшего Вайшнава? and И very candidly, he said, Гурудев говорил I об was этом young, мягко so и I прекрасно. said, Когда я был yes. молод, когда He я был said, молод, and he was 17 years old. He 17, said, мне было I 17 couldn't лет. anticipate and visualize my whole future, and how sometimes the simple thing of not listening to my mind and following the directions of Guru, how difficult that could be. О своем будущем. And I would say, Я думал, что это Gurudev is просто exceptional, не and слушать he's свой also ум telling и his исполнять наставления Гурудева. pastimes. Тогда я еще не думал о будущем. But Я не знал, everyone насколько in the это Krishna сложно. consciousness movement feels some version of this at different times in their life. Каждое сознание Кришны в разные периоды своей жизни думает об этом. Мы не должны позволять майе. Because you have these thoughts, you're not rightly situated in the association of думать так, devotees. что You should really be honest and remove yourself from the association of devotees. Поскольку искренность стоит не в том, что если у вас нет вкуса к общению с преданными, то вы должны уходить от них, от общения с ними. Это неправильное понимание искренности. Следует понимать, что если мы уйдем из общения с преданными, то наш ум просто убьет нас. Да, может быть, я не преданный, может быть, моя вера слаба. But Gurudev да, would joke возможно. sometimes that, Но Гурудев иногда like шутил. Guru Maharaj didn't always wear tilak in his Гуру Махарадж old носил days, тилак final days. в последние дни. And when he would go to the temple, Gurudev would come and put tilak on Guru Maharaj. Гурудев носил And тилак then he'd у go Гуру down for Махараджа. Vyas Puja or И Saraswati затем он Thakur's appearance day. пришел, затем он спускался вниз на место Пуджу, на Гару Пурниму, явление Сарасвати Такура и другие дни. And Radhastami, probably. Радхаштами. But when Guru Maharaj would have the tilak on, sometimes he goes, Когда Гуру Махарадж носил тилак, my disguise. You understand? He is the Vaishnava Sarvabhauma, the topmost Vaishnava величайший Вайшнав on the на этой planet. планете. And he'd say, this он is говорит, my disguise. I'm presenting myself to the world as if I'm a devotee. Это Guru Maharaj would say that. мой порог. Я представляю себя всему миру как преданного. He knows there's a certain amount of humor involved in that. Безусловно, We're all his в этом followers. есть. Он говорит это с неким чувством юмора. И не следует понимать это всерьез и буквально, но с другой стороны, в этом есть искренние чувства. Он говорил в 92-м, я ученик, и я навсегда останусь учеником. И я остаюсь учеником. Не то, что вы говорите, о, я помню первые дни в школе. Everyone, you remember like the first day you went to school? I remember the book. 1 сентября I'm still вы с sweating, книжкой идете like, в школу. From the first test, you know. Я до сих пор помню это чувство. Go, see, spot, run, dick and Jane, you know, like, I'm still traumatized because I took it very seriously. Девушка, книга, школа, я все это помню, но я хочу сказать, that was for real, but then there was like second grade. And you had to show up for that and do the whole thing all over again. Then there was third grade, fourth, and Guru Maharaj's point is, it should be like an eternal arc имел в виду, что of this это never-ending вечный процесс, который никогда не закончится. servitorship. Процесс That's what being служения. a student is. It's being Это следует a servant. понять. Gopi Bhartur Padakamalaya Быть учеником. Dasa Sanudasa. Right? The servant of the servant Слуга, of the слуги, servant, слуги, the student слуги, of the student ученик, of the ученика, student. ученика, ученика. Srila Guru Maharaj said, Saraswati Шрила Гуру Махарадж Thakur сказал, Сарасвати Такур, said once that in Madras, однажды в Мадрасе, he's, you know, who is he? Jati Rajaganai Parisev. He's the king of the sannyasis. Он Gaudiya царь саньяси, Goshtipati. Гаудия You know, Гоштхипати. the king of the Gaudiya Он Vaishnavas. царь all these Гаудия things. And Вайшнавов.
Он занимает положение гуру Махараджа, Прабхупада и всех светил Гаудея Матха. И он сказал, что когда учитель уходит из класса, то кто-то из старших учеников может занять его место. И Гуру Махарадж говорил, мы не любили об этом слышать. Но что я хочу сказать? Что такое квалификация гуру? Квалификация гуру — это быть учеником другого гуру. Он не думает о себе как о гуру, он думает о себе как о вдохновленном, как об ученике. И Гуру Махарадж говорил, иногда говорил с такой гордостью, я ученик, и я хочу всегда быть учеником. И в этом есть огромное преимущество. Не считайте себя профессором, который все знает, всезнающим, доктором всезнайкой. Если вы думаете, что вы все знаете, что если вы совершенны, то у вас нет роста. А если вы думаете, что вы ученик, тогда вы динамичны, вам есть куда расти, у вас есть пространство, у вас есть место. Это прекрасное положение. Вы всегда можете вырасти, всегда можете развиться. И то же самое с искренностью. Не так, что когда-то давно я пришел, я был искренним. Мы развиваем искренность. Мы вдохновлены всегда быть искренними. То, что Гуру Махарадж говорил, определяя это, он говорил, искренность означает способность понимать истину, способность понять истину, как в общем смысле, так и в более глубоком смысле. В общем смысле Радха и Кришна, Гуру Гауранга, Радха Говинда, такова истина. Кришна и Каршна, Кришна и его преданные. Способность понять истину, способность слушать истину. Мы слушаем Саду Шастра, Гуру, Вайшнаву о том, что такое сознание Кришны. И мы стараемся ответить взаимностью, мы стараемся оценить, стараемся отдать себя истине, как люди отдают себя своей семье, своей стране. Жертвуют собой во имя высшей цели. Это считается почетным. Это очень ценится в обществе. И когда говорят, этот человек отдал свою жизнь ради своей родины, ради свободы других, это его имя окружено огромным почетом. У нас есть украинский друг. Он работает где-то вроде КГБ. КГБ больше не существует. Я не знаю, как это называется на Украине. В общем, он какой-то особист, работник особой службы. И он приходит на программы, стоит со своей камерой. Станислав такой. Он что-то вроде скрытого, преданного. Ему нравится все, что мы делаем, но он не посвятил себя полностью. Какие-то аппаратки, может быть, мешают ему, не знаю. Он спрашивает об убийстве. А что говорится в Бхагавад-гите? Кришна говорит, Арджуна, на этом уровне сознания, даже если ты убиваешь, то не получаешь кармических последствий. Это, конечно, противоречит современной идеологии. Но, безусловно, любую истину можно исказить. Однако, обычно мы приводим примеры с армией или с полицией. Они убивают, и они герои. Такой пример приводится. И так он спорил.
Он спорил и возражал. И, как правило, ему можно это делать. Но как раз в тот раз я устал, мне не хватило терпения. Я хотел, чтобы он замолчал, я хотел как-нибудь выключить его. Я сказал, это был май. Это был май, начало мая. Я спросил, и вы хотите сказать, что все, кто погибли в войне за Родину, все они потратили свои жизни напрасно? Вы думаете, все это было напрасно? И все люди смотрели на него. Он стоял, но он онемел. Он просто стоял в растерянности. Because that's like sacrosanct, sacred, right? It was in the month of May on top of it all, right? You know, it was like May 5th, May 7th. Поскольку это было, это было святая святых, тем нельзя было касаться, тем, к тому же было начало мая. Я просто сказал ему, я обсуждаю вопросы, связанные с Бхагавад-гитой. Пожалуйста, не мешайте мне. Вы не правы, пожалуйста, не мешайте. Но позже я дал ему тарелку халавы, мы помирились. Итак, самопожертвование. Насколько почетно жертвовать собой. And that's what this is about. Like Gurudev once said about fasting. Однажды Гурудев говорил о посте, и он говорил, you're not giving anything. You know, sometimes devotees would try to cleverly figure out если вы ничего не чувствуете, eat a lot the night before, то вы ничего и не даете. Иногда преданные думают, or the Russians like, to eat, what is it, гречка? Должен есть больше, чем до этого. Русские едят гречку. На самом деле, вы должны чувствовать это чувство такого, что часть вашей энергии идет к Кришне, уходит к Кришне. Мы хотим, чтобы эти чувства пришли, но нет, до некоторой степени. Мы хотим чувствовать до какой-то степени. Читананда сказал, Кришна танцует. Читананда был одним из первых учеников Прабхупады. И в первую поездку в Индию. Первый, кого он взял с собой в Индию. Америка в то время участвовала во Вьетнамской войне. И вместо того, чтобы идти в армию, он приехал в Индию. Make your consciousness crystal clear sometimes about what you should do with your life. Иногда война просветляет вас, и вы понимаете, что я делаю со своей жизнью. Итак, он приехал в Индию после армии, а Дамодар Махарадж в то время уехал в Калькутту и не оставил ему никакого просада. Они тогда жили вместе, это был как бы матх из двух человек. И Ачютананда просто нечего было есть. И он пришел в наш матх через какое-то время. А Гурудев и Шрила Говинда Махарадж, они... Гурудев Шрила Говинда Махарадж, он не мог терпеть пост, и он также не любил, когда другие постятся. И он спросил у него, почему ты не просил просадом у кого-нибудь? Почему ты терпел это? И Гурудев и Гуру Махарадж очень любили ответ, который дал тогда Читананда. Он ответил, Кришна танцует. И Гуру Махарадж цитировал этот ответ 30 лет. Кришна танцует. Гуру Махарадж сказал, да. Иногда его стопы движутся, как стопы Господа Шивы, и весь мир начинает рушиться. Люди дрожат, люди в отчаянии. Просто Кришна танцует.
This is an essential part of я потерплю, я смирюсь. Это главное в развитии сознания Кришны. Это олицетворение этого стиха из Шикшаштаки. How do you go on when there is no darshan? When there's no Нет possibility даршана, of seeing нет Krishna? встречи, нет возможности встретиться с Кришной. Что ты будешь That's делать? where the test is. Это проверка We dealt with recently? преданного. Mathuranath Kudavalakshase? Недавно Мадхуранат Кадавалакшасе в этой шлоке. How do you go on, in other words, in the absence of Krishna, in the absence of Krishna Если нет Кришны, если нет сознания Кришны, что вы будете делать? Это progress will be made when that devotee это прогресс в преданности, то, как мы поступаем, in the midst of hopelessness, когда мы в отчаянии, когда мы чувствуем разочарование, отчаяние, оставленность. Я предлагаю что-то, Кришна выкидывает это, Кришна танцует. Гуру Махарадж сказал, мы готовы к радикальной преданности. Абхигья сварат. Мы должны иметь дело с капризом абсолютом. Абхигья сварат. Он может делать все, что угодно. Он полностью независим. Он может делать с нами все, что угодно. И мы слышим это в Бхагаватам. Это книга Кришны. Он говорит это в Бхагаватам. Ahang bhakta paradino hyasvantantra. Although he is by definition independent, in the presence of devotion, кто независим, полностью независим, в присутствии преданных теряет всю свою независимость. Это наша надежда как преданных. Мы уповаем только на это одно. Можно сказать, искренность нужно возобновлять, нужно оживлять время от времени, нужно оживлять нашу искренность, способность понимать истину. Гуру Махарадж цитировал слова Шримати Радхарани в одном месте. Она говорит, я известна как преданная Кришны, но грущу о том, что я на самом деле не могу отдать себя. Я не могу способна правильно предложить себя, отдать себя полностью. Если даже великие преданные думают так. Что вы говорите? Мы говорим о принципе неопределенности. Отдать всю жизнь, это еще не означает, что есть гарантии. Гарантии нет. Кришна говорит. Они преданные молятся о сознании Кришны, о связи с Кришной. Когда преданные, когда гопи танцевали под звуки флейты Кришны, Кришна послал их обратно. We're chanting the holy name of Krishna. He said Krishna could give himself to the devotees, but he knows the heart is capable of giving more. Если мы повторяем имя Кришны, Кришна может отдать себя преданному, потому что сердце способно проявить огромную степень любви, огромную степень заботы, величайшую любовь. И Кришна отдает себя. They're sent away, and then after a little bit, he vanishes. Why? To plunge them in an ocean of separation, where the heart, the pull of Krishna conception on the heart, starts bringing out the real substance of Krishna. И после этого он вверх в глубочайшие чувства разлуки, чтобы они смогли оценить наиболее глубокое понимание сознания Кришны. Вот почему Махапрабху пришел.
The type, when we say acquire the proper angle of vision, what is that? Gopi Рупа Bhav, the Госвами angle of говорит, vision of Radharani правильное and понимание Vrajagopis. Радхарани и Враджагопи — это Гопи How Бхав. they see things, how they see Krishna. Как они видят What is Кришну their method? глазами Vrajasharanam. How they're Гопи offering Бхавы, themselves to Враджашаранам, как они Krishna предлагают себя completely, Кришне, как они отдают without себя, что они делают. expectation of any sort of remuneration. Das kori beton mori deho premadan. Таково упование, Like Guru Maharaj такова refers to as compounded interest. цель. Like someone invests some money, then the interest comes. Когда Гуру So what Махарадж does the real говорил, capitalist do? когда Takes the кто-то interest and вкладывает increases деньги, the capital. Now it draws more remuneration. Take растут that результаты, interest, и expand the capital, and the interest will keep expanding. когда этот And капитал the capital появляется, will он keep вкладывает еще expanding. So Guru больше. Maharaj said, that's the nature of pure Появляется доход, devotees. и нужно вложить They еще больше, say, чтобы они еще Das больше kori beton выросли. means salary. Такова Das kori beton mori deho природа prema. преданности, природа Like, I настоящих just want чистых to be your преданных. servitor with prem as my salary. And what is prem? Increased serving capacity. So when the interest comes, which we would take it to be enjoyment, ecstasy, Према, whatever, что такое everybody's према? taking that and increasing Према their serving увеличивает нашу capacity. возможность и способность So служить. everything should be like that. Then that means Все нужно понимать так. sincerity can be Искренность increased должна as расти, Guru Maharaj would say, according увеличиваться. to the Гуру inner Махарадж awakenment говорит согласно of a внутренней devotee. It's жажде how they view Guru, how they view сердца Krishna, преданного, Radharani, the как Vrajagopi, служить the Гуру, whole Кришне, thing. Врадхарани, And Враджагопи. how we view what is the meaning of being sincere. Что это означает How we view offering ourselves. быть преданным? Как мы отдаем Diksha себя? Kale Bhakta Kori Atma Samarpan. We're told really what is Diksha? We want Мы to take it говорим, in что a такое дикша. higher, more connotative Мы view. принимаем If we read it, высший, it's when Atma Nivedanam is achieved. высшее знание When атманиведанам. one totally offers oneself. Мы полностью, безвозмездно, бескорыстно отдаем себя, безраздельно отдаем себя. That person may have to go to another location. Такой человек готов He can't, идти she в can't like высший a мир. yogi expand into 8 others. Она не And может, mark my words, that's going to happen. как йоги, It's about распространить to. себя в 8 тел. И запомните мои слова. Скоро это произойдет. Anyway, Hare Krishna. Any other question? Еще вопросы? And what was that one again, if you had to say it again? Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Just repeat it again. The one I was just asked. Sincerity, when to jump to reject the old things and embrace new ones. Хотят Like прыгнуть, Prapanna чтобы отвергнуть все поверхностное и принять более глубокое. О, да, это как в Парпана Джаванамрита. Но с другой стороны есть вот эта шлока из Бхагавад-гиты. Гуру Махарадж сказал, что когда он впервые прочел эту шлоку, он был очень разочарован. Потому что о чем в ней говорится? Не иди на риск, не иди на риск, лучше сохрани свое положение. Опасно следовать чужим путем. Опасно рисковать. Не рискуй, оставайся там, где ты есть. И Гуру Махараджу это не нравилось. Но позже он прочел этот стих Сарадварна Паритьяджия, в котором говорится: рискуй всем, прыгай и прими прибежище у меня. Скоро мы будем праздновать Говардхана Лилу, Гирирадж Говардхан. Почему все так беспокоятся во время этой лилы? Почему все преданные настолько в такой тревоге? Потому что они послушали Кришну. Они услышали Кришну и стараются сделать то, что он им сказал. И из-за этого пришло столько тревог, и весь мир зашатался под их ногами. И пришли страдания.
as I've mentioned, and I'll probably mention again, Я говорил, just in a light way, that there's вкратце, the old saying of еще раз Christ, скажу. render to Христос говорил, Caesar what is Caesar, render to God what is God. Кесарю Кесарева, Богу But what I Богова. said, what we learn in the Govardhan Lila Но is урок what is for Говардхана Caesar, give принципиально that to другой. God also. Даже то, что для Кесаря, That's why it's отдайте a higher Богу. conception. Это более высоко. Take what was meant for Caesar and give it to Krishna. Все, что для Цезаря, все, что для Индры, отдайте это Кришне. Anyway, we'll deal with that later. But Мы об этом еще they're in поговорим. trouble for Они пошли на тревоги Krishna consciousness, и неудобства ради сознания Кришны. So then, but they don't have any other shelter. У них нет другого So they прибежища, approach Krishna. кроме Кришны. They've Они jumped. попросили Кришну. It's the proverbial leap of faith. Таков их прыжок. Given up everything for him. They're Они following his отдали все direction. ему. And Они at last, Krishna последовали lifts тому, the что он Govardhan говорит. И в конце концов Кришна поднял and they all Говардхан get sheltered beneath и Giri's защитил Govardhan. их всех. Who, contraction, expansion of time and space, expands himself to cover the entire Vrindavan. Тот, кто само время и He's пространство, not, in that plane, he's расширил smaller. себя, He became big чтобы enough to cover защитить it all. весь And Вриндаван. Vishwanath Chakrabarti Thakur pointed Чакравати out, такое there were упоминает. animals on top of Govardhan too. Сверху What по happened in Говардхану that? ходили They were животные, above the clouds, и они были выше so they didn't облаков, get wet either. поэтому они не And промокли. Krishna's Leela Shakti Лила Шакти arranged that Кришны, as soon as rain would hit the ground, it would be когда дождь стал absorbed, падать so на it was землю, actually dry. земля была сухой. And Krishna, when he came running out of his house to lift up Когда Govardhan Кришна hill, побежал, again, the выбежал из дома и Samharika побежал к Shakti Говардхану, то formed a kind of, одна Шакти, Харика, what would you call it? Huh? создала Like, такой, but I mean like что-то вроде туннеля, a tunnel, туннеля, a rain-free невидимого tunnel туннеля, that Krishna и just, so even his turban, he was wearing a turban, ни одной капли не упало на его didn't тюрбан. get a drop of water on it. Hare Krishna. All right. Hari Haraya Namo Krishna Yadavaya Namo. Hari Haraya Namo Krishna. Oh, here's what I wanted to say. The Guru Maharaj said, so И Гуру Махарадж сказал, that advice, stay in your он понял, position, что don't этот jump, совет take the risk, занять свое he положение said, и не двигаться why с should you места. stay in your position? Он понял смысл, почему я должен. You should stay in your Что это you're told to означает? stay in your position. The whole Здесь idea of говорится, remaining что in your position is not a static one, it's Вся to make суть progress. в том, что положение Right? But таково, if что you find нужно staying in that расти, position, you're not progressing. нужно расти, нужно Then развиваться. You'll take Именно the для risk, этого which is нужно a сначала закрепиться на своем положении, jump, и take чтобы the потом leap of сделать faith, прыжок, сарадхана паритьяджия. Для того, чтобы найти место для прыжка, для этого нужно complete shelter, закрепить свое like the положение, Brahma для того, чтобы Gopika быть Lotus готовым Feet. принять полное прибежище у Hari Кришны, как Haraya это Namo сделали в Krishna Раджагопе. Yadavaya Namo.